Мне иногда пишут: сейчас все брошу, прекрасную свою жизнь и поеду в Рашку. А кто тебя ждет вообще? Во-первых, если ты так называешь нашу замечательную страну, тебя здесь точно никто не ждет. Думай, это я все говорю при условии того, что тебе нужно сесть хорошенечко, обдумать, посчитать, есть ли у тебя силы построить то, о чем ты мечтаешь. Или вообще вот сейчас глобальные проблемы, они же как ком катятся, а жизнь идет, и человек думает: о, теперь санкции, может быть зарплата не та, а потом уже человек, не замечая, сам начинает искать какие-то минусы. Из них никто не уехал. Недостатков в переселенцах тоже нет. Одни немецкие номера на растаможке стоят. Вот это вот Белгородская область. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Жить в России, и с вами Влад. У нас сегодня вот такая замечательная погода. Спокойно, тихо. Всю ночь жужжали беспилотники. Было шумно, конечно. Вот куда летели, откуда летели, ничего не понятно. То ли наши, то ли не наши. Но кроме беспилотников ничего слышно не было, в принципе. Вот такая была ночь у нас в Белгородской области. Но все это дело прошло, и мы имеем с вами новый день. За что? Слава Богу. Сегодня у меня есть одна интересная мысль. В телеграм-канале я сегодня уже делился этой мыслью. Хочу с вами более подробно поделиться ею. Значит, читал я сегодня Священное Писание. Хочу с вами поделиться. Это книга Экклезиаста или Проповедника. Написал фактически это царь Соломон, премудрый царь Соломон, да, вы знаете все премудрости Соломона, это из той же серии. Значит, он пишет: кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. И это местописание сегодня меня подтолкнуло на определенную мысль. Знаете, как-то вот такую провел параллель. Сегодня к нам выехал еще один переселенец из Германии. Он делал на меня доверенность, я купил ему дом здесь. И сейчас он уже едет сюда на постоянку, то есть уже чтобы подготавливать место для семьи. Решил все вопросы, которые необходимо, сел и поехал. Вот такая решительность, она мне знакома. Я сам такой. То есть если у меня есть какая-то идея, мы ее обдумаем, мы ее решим, и я потом приступаю к ее выполнению. То есть я взвешиваю все за и против, думаю, как бы это было бы лучше, возможные какие-то трудности, которые могут встретиться на пути. Читая вот этот стих из Библии: кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать. Навело меня на такую мысль. Человек смотрит, думает: о, ветер будет сегодня. Ладно, нет, что-то ветреная погодка, не буду-ка я сеять. И не сеет. А другой смотрит на облака и думает: да, наверное, будет дождь. Не буду я жать. И жатва остается. То есть, на мой взгляд, здесь, вот знаете, дается характер такого человека, который смотрит, наблюдает, обращает на что-то внимание. Ему кажется, это очень важно, ему кажется, это необходимо. И по факту у него ничего не получается. И вы знаете, сталкиваясь с тем, что к нам едет много переселенцев, я вижу людей действительно решительных, которые собрались и поехали. И есть люди, у которых никогда это не получится, мне об этом тоже писали по ряду причин. Здесь причины разные. Больные родители, которых нельзя оставить. Здесь дети, которые выросли, внуки выросли, и их невозможно бросить, оставить одних, там тоже переживают. Уже ладно, будем тогда вместе здесь как-то все эти трудности встречать. Хотя люди понимают, что трудности есть, и они будут нарастать больше и больше. И есть такая категория людей, которые вечно собираются, но никогда не уезжают. Прежде у нас было общение, сейчас у нас есть телеграм-каналы, есть YouTube-каналы, есть WhatsApp, разные группы для переселенцев. Всего хватает. Раньше этого ничего не было. Раньше был у нас один единственный форум, когда появился интернет. И интернет давно, конечно, появился такой форум. И в этом форуме я зависал постоянно, читал, ловил каждую мысль, ловил каждую свежую идею по переезду. Помню, был у нас там один человек, который переехал. И он переехал в Белоруссию. И оттуда выставлял красивые
фотографии, то есть что он сделал там для детей, как он все оборудовал. И было здорово, знаете, когда смотрел за него, очень был рад, очень радовался. Остальные люди, которые там были, они все время собирались, обсуждали эти вопросы. Вот как то, как это, а как это будет, и как то будет. Из них никто не уехал. Из этих всех людей, а там было много людей, из них уехала одна семья в Воронеж, Воронежскую область, на год раньше нас. И потом уехали мы через год. И все. Все остальные до сих пор, наверное, уже и перестали собираться, но еще буквально пару лет назад они собирались. Собирались, думали, обсуждали, говорили, решали. И знаете, жизнь, она тоже не стоит на месте. И проблемы, вообще вот сейчас глобальные проблемы, они же как ком катятся, а жизнь идет. И человек думает, теперь санкции, теперь там то это, какие-то проблемы теперь в России, там СВО, еще чего-то боятся. И так и сидят. Может быть, зарплата не та, а потом уже человек, не замечая сам, начинает искать какие-то минусы, которые, безусловно, есть в любой стране. Я смотрю разных тоже блогеров, периодически смотрю и Америку. И недавно смотрел одного блогера, который прогуливался по городу Сан-Франциско. Я вспомнил песню. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысячи огней. И там тысячи огней, не знаю, но там, он говорит, невозможно, воняет все дерьмом и мочой. То есть все улицы вот в таком состоянии. Показывают кругом, прямо на проезжей части, везде мусорки, грязь. Центр, то, что он по центру шел, показал, знаете, но может быть какой-то захудалый городок российский, годов эдак начала 2000-х. Вот такое состояние этого Сан-Франциско. Недавно у нас появился незаменимый помощник – аэрогриль Braton X16, и мы хотим всем его порекомендовать. В нем мы нашли целый ряд преимуществ. Благодаря ему мы можем готовить с минимальным количеством масла, сохраняя все полезные вещества и вкус наших любимых блюд. Мы запекаем, жарим, грилем и готовим на пару. Braton X16 справится с любой задачей. Мы наслаждаемся быстрым приготовлением пищи благодаря мощному обогреву и равномерному распределению температуры. Панель очень проста и интуитивно понятна. Уже первое использование сразу же нас очень порадовало. Аэрогриль приготовил хрустящие куриные ножки без добавления большого количества масла, всего за 20 минут. Картошка получилась хрустящей снаружи и сочной и мягкой внутри. На следующий день мы попробовали приготовить рыбу. Она тоже получилась очень вкусной и сочной. Выпечка тоже нас порадовала. За короткое время мы получили хрустящие вкусные изделия. А это шампиньоны с творожным сыром в беконе. Перейдя на официальный сайт Оберхоф, вам предоставится возможность приобрести данную модель удобным вам способом, как и на самом сайте, так и на Озоне или на Яндекс.Маркете. Ссылка на сайт в описании и закрепленном комментарии. Braton X16. Готовьте с удовольствием. То есть можно также, да, кто-то живет там и привык, и он, в принципе, может быть, видит свой позитив и живет, и нормально все, да. Я не берусь за то, чтобы там кого-то там переубеждать или переманивать. Я просто к тому это говорю, что есть достаточно минусов, и человек здравый их видит всегда. И та категория людей, которые вот вечно смотрят они смотрят на ветер, нет, посев отменяется. А потом жатва, может быть, они смотрят, нет, тут, пожалуй, нет, жатву тоже надо отменить, потому что облака, не-не-не. И все. И человек остается вообще без ничего. Он ничего в жизни не сделал. Просто ничего не сделал. Он не добился той мечты, той идеи,
которая у него была, мечта так и осталась мечтой и перестала быть, может быть, даже мечтой, может быть, вообще умерла. То есть есть и такое. И вы знаете, видя вот это все, понимая, мне становится, с одной стороны, немного грустно как бы за таких людей, потому что вечно мечтать, и в итоге облом, в итоге у тебя просто фиаско, ну или не добился той мечты, ты мечтал, ты жил за рубежом, у тебя душа тосковала. То есть, ну я знаю просто весь этот цикл, весь этот процесс, когда ты находишься там. Ну я не знаю, кто по каким причинам переезжает. Может быть, конечно, люди сейчас переезжают больше по экономическим каким-то вопросам, не знаю вообще. У меня просто была тяга на свою землю, к своим людям, вот и все. У меня было так. То есть у меня не было там каких-то политических вещей там или экономических выгод. Я понимал, что если бы я жил в Германии, ну, наверное, мне на 4 детей там детских неплохо бы платили, да, можно было бы, в принципе, жить, потихонечку где-то подрабатывать, да. Но я же понимал, что дети вырастут. Я же понимал, что дети, однажды мы с ними станем чужие. В каком плане чужие? По менталитету чужие станем. Они вроде будут мои дети, а с другой стороны они будут уже совсем другого толка люди. И я мог бы им рассказывать, вот знаете, вот когда-то вот у нас было так, да, они бы знали это как бы как историю, но это бы не произвело в них никакого, это бы их не воспитала бы вот эта среда, да. И сегодня, допустим, я замечаю некоторые моменты, когда я им просто про СССРовское детство рассказываю, и старшие дети, они говорят, ну, они трудно понимают это, вот как это было. Мы им говорим, допустим, какие были плюсы в то время, да, и какие были отношения между людьми. Но они делают свои выводы, я как бы чисто логически это тоже понимаю, да, они говорят, ну да, у вас там просто телефонов не было, поэтому вы все на улице гуляли, играли там, поэтому дружно дружили там с соседями, общались, вот такое. Но может быть из-за телефонов, но я думаю, и люди были проще в те времена. И, наверное, везде так было. Смотря старые фильмы, да, видишь, просто люди были проще везде. В той же Америке, во Франции, в Италии. Люди были проще. Люди были просто проще. Люди были другими. Вот. Но я не жалею ни в коем случае, и дети мои не жалеют. Но они как бы другой жизни-то и в принципе и не помнят. Но сейчас вот общаясь с родственниками, я понимаю, что я сделал настолько правильный выбор, и слава Богу, что я его сделал тогда, слава Богу, что у меня были вот эти правильные мысли увести детей, положиться полностью на милость Божью. И Он не оставил, я вам скажу, Он просто не оставил. Я вам сейчас не проповедую, я просто свою жизнь рассказываю. Это реально так. То есть, ну, в моей жизни вот так было. Я не раз, может быть, уже и говорил об этом. Но это реально так. Тут из песни слов не выкинуть. Те, кто собирается все-таки переехать и еще не потерял эту мечту, перестаньте смотреть на ветер и на облака. Просто соберитесь уже и приедьте. Бросьте все, потому что я наблюдаю за тем, что происходит сейчас на границе, насколько сложно теперь просто даже банально перейти границу. Это уже порой неделю-две уходит на то, чтобы пересечь границу в Россию. Когда сезон, например, это уже очень сложно. Вещи теперь перевозить нельзя. Это, во-первых, это не наша проблема, это не российская проблема, не российская таможня ставит такие препоны. Это европейская таможня ставит такие препоны и говорит, что вот Россия под санкциями, поэтому не положено. И не разрешает вывозить какие-то вещи, ваши бэушные вещи, там какие-то. Туда, в Германию, он передать хотели кастрюлю родственникам. Нельзя, санкции. Кастрюлю передать нельзя, ребят. Все это, конечно, ухудшается, все это усложняется. Перевести деньги – проблема, да. И, то есть проблем-то прибавляется все больше и больше. Но тем не менее, я хочу сказать, что недостатков в переселенцах тоже нет. Недавно один знакомый, тоже он из переселенцев, был
на таможне и говорит, что одни немецкие номера на растаможке стоят. Вот это вот Белгородская область. И если кто-то думает, что Белгородская область, она, ну, может быть, там опасна в чем-то или еще что-то, конечно, вы подумайте хорошо. Я просто к тому, что мы здесь живем, и сюда люди едут. Вот. Можно поехать и в Сибирь, а можно поехать в Краснодар и куда угодно, в Саратов, в Волгоград и на Дальний Восток. Но на Дальний Восток не так много, может быть, едут, потому что все-таки родственники, дети, родственные связи связывают людей с Германией. В Калининград много приезжает, потому что, да, Германия рядом, и пока еще есть возможность туда-сюда ездить. Но опять же, если, друзья, вы выбрали Калининград, я там просто прожил 6,5 лет, и я прошел через это все. Вывозить вещи оттуда вам будет просто нереально. То есть вы туда контейнер привезете, а вывезти его вы уже не сможете. По двум причинам. Первая причина, потому что сегодня наземным транспортом просто нереально. Вот. Самолетом вы контейнер свой не повезете, я думаю, эта овчинка выделки не стоит. Паромом это дело не перевозится. Автотранспортом, ну, если где-то, может быть, Почтой России, вы это дело попытаетесь, но я вам скажу, что мне, допустим, переезд здесь по России 600 километров обошелся 30, по-моему, 3, что ли, тысячи или 32. А из Калининграда перевести тогда, в 14 или каком году, в 14 какой-то был 11 плюс 6 в 17 году. В 17 году мы отдали 165 тысяч Почтой России, потому что каждая вещь, она обклеивалась. На нее наклейка делалась такая: Почта России, Почта России, Почта России. Я потом замучился эти наклейки снимать. То есть, ну, переезд был намного дороже, намного дольше. И оно того, может быть, и не стоит уже сегодня. Я даже не знаю, возможно, вам будет или нет. То есть я просто к тому, что если вы выберете Калининград, он, конечно, прикольный, интересный, там жить интересно, здорово. Такой своеобразный климат, менталитет, такой своеобразная, интересная жизнь. И нам очень нравилось, там, когда мы жили в те времена, до 17 года, я занимался тем, что людей возил в Польшу. Они там закупались, я их собирал опять и обратно отвозил. В принципе, да, как бы было свободно еще тогда, не было никаких разбирательств между Польшей и Россией, то есть жили дружно, мирно, спокойно. Были карточки МПП, по-моему, назывались, обычная пластиковая карта, с помощью которой можно было заехать на территорию Польши. 50 километров от границы можно было отъехать, и свободно, тебя никто не оштрафует, не арестует. То есть такая возможность была. И у поляков также они приезжали в Калининград, ну, в основном приезжали за сигаретами, алкоголем и бензином. Ну, солярку тоже возили, потому что наша солярка намного лучше, чем в Польше. В общем-то, было интересно, было здорово. Я много там с людьми беседовал тоже в Польше, подходил с людьми, разговаривал, было интересно, было здорово, вообще мне, ну, нравилось. Но если просто вы хотите как бы, ну, нормальную работу, то она только в Калининграде будет. Ближе к Калининграду где-то надо смотреть, Гурьевск. Но вы будете ездить, скорее всего, только в Калининград. Вот, это анклав, есть анклав, то есть жизнь тоже такая как бы накладывает свой отпечаток. И если вы надумаете потом переехать сюда, то вы просто все вещи должны будете там оставить. Проблема вот в этом, просто чтобы вы знали. А так там здорово, в принципе. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать, вы не уподобляйтесь тем, которые вечно собираются и никогда никуда не уезжают или никогда не достигают своей цели. Я разговаривал с одним человеком, и он работает электриком, работал тогда электриком. И я говорю: слушай, говорю, у меня знакомый электриком свое дело открыл и везде развесил объявления, его стали приглашать, он стал ездить по всяким вот таким заказам. Потом дело пошло, и уже на большие объекты его стали вызывать, он уже там себе бригаду набрал. И в 2011, по-моему, в 2012 у него зарплата была больше 100 тысяч. То есть тогда это были хорошие деньги, то есть сегодня неплохие. Вот. И он тогда уже зарабатывал такие деньги. Я говорю: если, может быть, подумай, может быть, свое дело открыть. И он мне сказал: да, это хорошая идея. Я думаю, что я открою, но для этого, всегда потом но. Я думаю, что да, но для этого мне нужно купить
хорошую, я не буду называть машину, и называет такую хорошую машину, как бы. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну, чтобы как бы возить инструмент, ездить по заказам. Я говорю, да купи себе драндулет какой-нибудь, просто какую-нибудь старенькую машину, чисто просто, чтобы у тебя были колеса. И ты просто, чтобы ездил, да, и ты поехал на заказ, ты выполнил свою работу, какая тебе разница, машина старая, там ты накидал туда инструментов своих, все равно будет грязно в багажнике, все. И я знаю эти рабочие машины, они обычно такие грязные, потому что, ну, человек работает там, да, там и в сапогах садятся туда, там и как бы, ну, рабочий есть рабочий, то есть. Он говорит, нет, я так считаю, что если я уже, ну, как бы такой вот представительный человек буду, электрик, я должен вот буду приехать на такой солидной машине, посмотрят, скажут, какая машина у него хорошая, ну, наверное, хороший электрик, а значит, хорошо справляется со своей работой, может себе позволить такую машину. Я говорю, да ты можешь такую машину купить себе позже, но купи себе для начала, чтобы стартануть, чтобы достигнуть цели уже сразу, сейчас. Ты раз и начал. То есть сейчас, пожалуйста, можно получить 300 тысяч на помощь. То есть, ну, сначала 100 тысяч, по-моему, я сейчас давно не интересовался, если ты ИП открываешь, было 100 тысяч, сейчас, может, чуть больше стало, по-моему, 150 уже я слышал. Поправьте в комментариях, если кто знает, сколько сейчас при открытии ИП через биржу труда. Если ты открываешь, сколько сейчас помощи. Ну, было 100 тысяч. Я говорю, ну ты 100 получишь, потом еще можешь получить 300. И через год, если у тебя какие-то нужды, там ты можешь опять писать заявление, еще раз 300 получить. И так, в принципе, там можно и 2, и 3 раза получать. Напиши, говорю, ну, сделай, говорю, себе это. Ну, я говорю, ну открой себе тогда вот ИП, попробуй уже хотя бы стартануть, а машинку-то что там можно и простенькую купить, лишь бы она ездила. Он говорит, нет, 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 это нужно сразу хорошую машину и прям стартовать, чтобы там инструменты все исключительные, чтобы машина дорогая. Вы думаете, этот человек стал ну, как бы индивидуальным предпринимателем? Нет. Он так и работает, то там, то там. И он своей цели не достиг. То есть, ну, сразу-то как с таких больших замашек сразу хочу то, хочу это. То же самое, если вы мечтаете открыть магазин и сразу хотите открыть гипермаркет. Ну, вам сколько денег надо будет? Начните с маленького магазинчика в таком месте, где нет у вас конкуренции, может быть. Начните, развивайте, потом можно пристроить, достроить, увеличить. То есть так оно начинается. Надо не смотреть на ветер. Надо начать сеять. Мне жалко просто таких людей. Не знаю, ну я мыслю по-другому просто. Если надо достигнуть, я прям вот хочу. Я просто выложусь весь, но я ее достигну, эту цель. Это мой характер такой. Потом можно подкорректировать что-то по ходу дела. Когда мы переезжали сюда, в Россию, у меня просто была цель сначала, да, я взял двухкомнатную квартиру, у нас было 2 детей, думаю, хотя бы что-то, что-то где-то случись, мы быстренько слиняли, и у нас хоть что-то есть, пусть двухкомнатная квартира. То есть квартирка такая была примитивная, там в поселке она была, там отапливалась печкой, там вообще. Но, ну, не было больших денег, я поэтому взял такую. Вот. А потом, когда уже у нас родилась Даша и Саша еще, то есть у нас вот 4 детей стало, я подумал, что нет, ну, в двухкомнатной квартире, ну, нам будет тесно просто. Я понял, что нужно ее продавать, но так быстро я теперь не продам, нужно теперь искать какой-то дом. А денег на дом не было. Я не искал сразу вот этот вот хороший, прекрасный дом, я его не искал. Ну, то есть я даже замашек у меня таких не было. Я и не мечтал о таком доме, ребята, чтобы было. Я хотел просто, чтобы мы поселились, ну, в более-менее нормальном домике. И этот дом я искал просто в рассрочку, потому что чтобы частями рассчитываться, расплачиваться за него. Вот. И такой дом я нашел, с людьми договорились, и я его выкупил в течение 10 месяцев. Пока что-то было возможно делать просто вот своими руками, там я делал, без вложения средств. То есть взять просто тупо молоток, там килограмм гвоздей, где-то там какую-то подпорку, какой-то там навесик убрать, халабуды какие-то разломать. Это было возможно, я это делал.
Вот. А когда уже немножко появились деньги на ремонт, я уже начал там что-то делать. Крышу менял. Опять же, я только металл купил и саморезы. Остальное я все сам делал. Ну, мне пацанята пришли, там помогли, просто листы подавали. И все, в принципе. То есть это я сам делал, я не вкладывал большие деньги. Мне как насчитали там 600 рублей за квадратный метр. Я говорю, да вы что? Я сам сделал это и все. Какие там 600 рублей за метр, когда ты это лист 6-метровый затаскиваешь, в раз его и прикрутил. И считай, теперь каждый метр 600 рублей, что ли? Вы что, офонарели? Я думаю, нет, я сам буду, придется самому. Я никогда не делал это, конечно, но ничего, сделали, слава богу, все. И дом красивый какой стал. Кто не видел, какой дом был, какой стал, посмотрите в старых роликах. Вот. И, в общем-то, ну, для меня было главное, чтобы за что-то ухватиться. Потом постепенно я сделал ремонт, внешний фасад, внутри дома сделал. Сделал дренажную систему. У нас участок стал сухим. Проблема, кстати, в Калининградской области еще бывает. Сделал водопровод. У нас с соседом был водопровод. У единственных у нас только. Мы нашли немецкую трубу старую, которая отвечала за... Ну, это от ливневки была. Огромная, такой коллектор проходил. И мы в него врезались, и там вода уходила. Куда одни немцы знают, куда это уходило. Вот. То есть она была сломана вообще, перебита когда-то, там войны шли. Там. Вот. И вот этот кусок от нас, как раз он дальше целый был. То есть он не работал. Он рабочий, но вода туда не уходила, мы туда врезались. То есть единственное, только вот у нас была канализация. Некоторые постройки там сделал, не скажу, что много, но поставил беседку, красивый шатер, провел туда освещение, кладовку поставил, построил хозблок, мастерская, что там было, мастерская, птичник. Обнесли забором, да, не таким забором, конечно, не железным, но сеткой обнес, но теплицу поставил. Ну, было здорово, участок выровнял, там, да, газоны, там, яблони, мы всякие деревья понасадили. Все это было постепенно. А если бы я сразу хотел бы такой дом, то мне надо было бы огромную сумму, я бы просто никуда бы не поехал. Если бы я думал, что, ой, мне надо сейчас примерно, ну, не знаю, там, 30 тысяч евро, ну и все, я бы до сих пор там сидел бы и копил бы, наверное. Ну или уехал бы намного позже, когда уже и дети, они мечились бы. То есть вот это все, да. Также такие люди, вот, которые обращают внимание на какие-то внешние факторы, они смотрят, ой, а там сейчас вот это, ой, а там сейчас границу тяжело переходить, давай-ка я пережду, давай-ка переждем, пока СВО закончится. Вы не знаете, чем это все закончится, ребята. Это, может быть, все перехлестнется на Европу, и потом вы не сможете уехать, или придется бежать вообще без оглядки. Это тоже может быть. И я не к тому, чтобы запугать кого-то. Я не знаю, никто не знает, что к чему эти мировые элиты готовят мир и что они вообще планируют. В общем, друзья, если вы серьезно собираетесь, серьезно надумали, и вас что-то смущает, это вот опять же к тем говорю, кто собирается уезжать. Если вы серьезно надумали, просто будьте чуть-чуть порешительнее. Просто начните. Вот сейчас человек едет, он с очень простенького домика начинает. И я так начинал. Вот. И это, повторяюсь, это я говорю тем, кто действительно собирается переехать. Потому что мне иногда пишут, сейчас все брошу, прекрасную свою жизнь и поеду в Рашку. А кто тебя ждет вообще? Во-первых, если ты так называешь нашу замечательную страну, тебя здесь точно никто не ждет. Поэтому, мои хорошие, я хотел бы вас еще раз, я знаю, что мои слова послужат ободрением кому-то и придадут, возможно, решимости тому, кто действительно собирается, кто хочет переехать. И, может быть, знаете, доброе слово, хорошо доброе слово, сказанное вовремя. Может быть, кому-то оно вовремя. Если я вам вовремя это слово ободрение сказал, вы напишите тоже в комментариях, что вам именно это нужно было услышать. Просто мне нужна обратная реакция. Да, я должен понимать вообще, говорю я это, нужно это говорить, и может быть это уже не нужно, может быть это не актуальная, да, тема. Потому что кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Не смотрите на ветер, не смотрите на облака,
и у вас будет и посев, и у вас будет прекрасная жатва. То есть вот этот закон на земле, закон сеяния и жатвы, он действует до сих пор. Что человек посеет, то и пожнет. То есть ты сеешь не просто мысли, какие-то аморфные у тебя летают, там, да, хорошо бы мне переехать, хорошо бы, я бы хотел бы, конечно, там хороший дом, большой дом хотел бы я, да, соточек 30 земли хотел бы, и курочек можно было бы завести, да, и машиночку там, чтобы и климат теплый был, и мне хотелось бы, чтобы и дом большой, чтобы газовое отопление было, и чтобы зима не холодная была, и чтобы все вот было бы прекрасно. Но, однако, я посчитал, это столько нужно много денег. Нет, я буду, наверное, думать дальше, я буду дальше мечтать об этом и все. У тебя ничего не получится, если у тебя сразу нет такой суммы, она редко у кого есть сразу. Да? Это все шаг за шагом прибавляется, когда ты делаешь шаг. Но опять же, этот шаг нужно сделать уверенно, делать его не сомневаясь, знаете, потому что если у вас есть какие-то действительно сомнения, сильные сомнения, то лучше вам не ехать. И это опять же для тех, кто вот сейчас сомневается, там раз туда-сюда, и тут меня послушал, он думает, ладно, поеду. Нет, сядь, хорошо обдумай. Это я все говорю при условии того, что тебе нужно сесть хорошенечко, обдумать, посчитать, есть ли у тебя силы построить то, о чем ты мечтаешь, или хотя бы начать с малейшего. Начни с маленького. И шаг за шагом ты будешь достигать своей мечты. Ты найдешь себе ту работу, которую хочешь. Или ты начнешь заниматься своим делом. Постепенно ты какую-то машину, что-то там, может, подделаешь, продашь, что-то получше купишь. Шаг за шагом у тебя что-то будет прибавляться, меняться. Где-то ты, то есть ищущий находит. Ты будешь просто находить шансы, находить вот эти варианты. Не сиди на заднем месте, не сиди. Потому что сидеть, просто строчить в интернете гневные комментарии или просто мечтать и просто листать ролики, может быть, смотреть, как там классно, я бы тоже, но, к сожалению, не могу. Но нужно попробовать. Так что, друзья, я тоже прошел через эти все сомнения, тоже знакомы эти чувства, когда у тебя нет гражданства, нет у тебя достаточно денег, ты не знаешь, что тебя ждет, как у тебя будет с работой и все остальное. Ну, я решился, и слава богу, живем мы здесь уже практически 14 лет. Что вам сказать? Да мы просто довольны, мы счастливы, нам все нравится. Если вы серьезно надумали, приезжайте. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наши 2 телеграм-канала «Жить в России» и «Жить в России 2». Ждем вас там. На первом канале новости о нашей семье постоянно, на втором канале рассказы о России, о том, как наша страна развивается. Ну и некоторые моменты из окружающего Россию мира мы тоже обсуждаем. Для того, чтобы сравнить, да, все познается в сравнении. Живешь ты здесь, посмотри, что на Западе, и ты поймешь, что у тебя все хорошо. Все, друзья, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если не сложно, оставьте комментарии. С вами был Влад, канал «Жить в России». Всем пока-пока.